Новый день, новые пути, только туман неизменно уже который день висит над Исландией. Дорога в горах стала совсем непроезжаемой, так что в основном приходится идти пешком. Так что потопали! Да уж, забрался я в дичь дикую. Ни одной живой души, даже овечки куда-то пропали. Проехал горы, выехал на укатанную грунтовку, но по мне так все равно лучше, чем по единственной кольцевой дороге в Исландии вместе с автомобилями. Я наконец-то нашел причину туманов в Исландии. Геотермальный источник Дель-Дартунгюхвер с температурой 97 градусов по расходу воды является самым мощным в Европе и снабжает горячей водой все населенные пункты в радиусе 100 километров. Рядом с гейзером в теплицах люди выращивают овощи. С юмором ребята здесь живут. Ложка-вилка, ночлег и рок-н-ролл. При въезде я ошибся и прочитал на вывеске рок-н-ролл. На самом же деле там было написано рок-н-тролл, что означает скала и тролль. Отпечаток ладони доброго тролля. По легенде надо приложить левую руку к отпечатку, а правую к сердцу и прочитать следующие стихотворения, которые в моем переводе звучат так. Путь длинный труден, жизнь коротка и часто преподносит нам неприятности, но, несмотря на искушения и трудности, вдали видна светлая цель. Так что я с чистой душой движусь дальше, к светлой цели. Немного великоват для меня трон троллей. Есть кто дома? Похоже на большой барабан. Водопад троллей рядом с рекой Гримза стал местом, где разыгралась история трагической любви между девушкой-троллем и крестьянским сыном. И эта история описана в легенде «Последний тролль». По легенде, молодая и добрая девушка-тролль не успела с восходом солнца и окаменела на берегах этой реки. Но даже окаменев, она продолжала улыбаться, и молодой крестьянский сын влюбился в нее и пронес эту любовь до конца своей жизни. Как я понял, хэппи-энда в этой истории не было. В этих местах водится рыба, сюда приплывает лосось на нерест. Встретил рыбаков, но рыбы у них пока еще нет. Видимо, еще не сезон. Наконец-то цивилизация после 3 дней пути по горам. Отведаю сейчас турецкий кебаб из Исландии. Уже вкусно. Полакомлюсь сегодня также исландской клубничкой из местных теплиц.
Кислячок, но зато стопроцентное био. И все на полном доверии. Платишь 750 крон, примерно 5 евро, и наслаждаешься исландской клубникой. Спустя 3 дня пути по горам я вновь у океана. Впереди мост через фьорд, но из-за тумана ничего не видно. В здешних местах также остались напоминания о Второй мировой войне. Недалеко во фьорде находилась военно-морская база союзников, которые охраняли транспортные конвои, а в горах были укрепленные точки на случай высадки десанта. Только что встретил 2 исландских велосипедистов, которые объяснили мне причину тумана. Неделю назад на юго-западе острова, там, где я начинал свое путешествие, произошло извержение вулкана, которое продолжается до сих пор. Так что в тумане виноваты не геотермальные источники, как я пошутил вчера, а вулкан. Новый день настал, утро снова туманное, утро снова седое, но прочь грусть, тоска, печаль. Едем дальше. Поехали! Я доехал до местечка Тингветлер, которое известно тем, что с 930 года здесь собирался Альтинг, который считается самым старым парламентом в мире. Можно себе представить, как могучие викинги собирались в этих местах, чтобы поговорить о том о сём, установить законы и порешать правовые вопросы. В Альтинге был принят, например, запрет на колдовство, причем мужчин здесь судили гораздо чаще, чем женщин, как в остальной Европе, где проходили охоты на ведьм. В 17 веке был принят закон, который позволял убивать басков-китобоев. Не знаю, почему исландцы особенно не взлюбили басков, но несколько десятков человек действительно были убиты. Закон был отменен лишь в 2015 году, после чего наследники басков и тех, кто их убил, торжественно пожали друг другу руки в честь примирения. Альтинг продолжает существовать до сих пор и издавать свои законы, но теперь его местом расположения является Рейкьявик. Кто-то забыл противомоскитную сетку, а так как мошек здесь предостаточно, то я не замедлил воспользоваться этим случаем. Встретились с Лори из Канады пару недель назад, пересекаемся уже в 3-й раз, на этот раз около озера Тингветлер, и движемся дальше в сторону гейзеров, так что поехали! Исландцы нашли еще одно применение геотермальным источникам. В местечке Лаугарватен в лавовом песке готовят лавовый хлеб. Традиции уже больше 100 лет, а рецепт достаточно прост. Мука, сахар, иногда с патокой, соль и молоко. Температура песка, в котором печется хлеб, 97 градусов, и для приготовления требуется 24 часа. Can I count on you guys to help me with those breads? They're pretty heavy.
They're about 5 kilograms each. So who would like to carry it back to the building? Я доехал до гейзера с названием Гейзер, который подарил имя всем остальным гейзерам. Этот, видимо, немного подустал, а вот соседний Строкур гейзер извергается каждые 8 минут. Не только для купания и приготовления пищи используют исландцы геотермальные источники. 2/3 всего потребляемого электричества производится из возобновляемых источников энергии. Золотой водопад Гюльфос находится на белой реке Хвитта, которая за несколько десятков тысячелетий промыла глубокий каньон длиной 4 километра. В прошлом веке водопад мог быть уничтожен. Одна британская компания хотела купить его, чтобы построить здесь гидроэлектростанцию. Но одна отважная молодая девушка, Сигрид Томасдоттер, организовала общественное движение и даже угрожала покончить жизнь самоубийством. И им удалось отстоять свой водопад. Сегодня заканчивается 3-я неделя моего путешествия. И сегодня к туману добавился дождь и ветер. Но ничего, прорвемся. Поехали! Lori, how are you? I'm very well. I mean, very wet. Озеро Керит в кратере вулкана образовалось после извержения 6500 лет назад. Его глубина в зависимости от сезона колеблется от 7 до 14 метров. Hi Lori, how are you doing today? Very well, very well. Yes, not as wet as yesterday, so that's good. But there's lots of day left, so report back in maybe 3 hours and I'll let you know. Пошла 4-я неделя моего путешествия по Исландии. Дождь, к счастью, закончился. Завтра обещают солнечный день. Закат уже сегодня обалденный. Остается попить чайку и спокойной ночи. Как и было обещано по прогнозу, день сегодня солнечный, но, по-видимому, в Исландии абсолютно хорошей погоды не бывает. На смену дождю пришел шквалистый ветер, а мне ехать как раз против него. Но ничего, поехали!
Вечер 29 июля, спустя 25 дней, я добрался до столицы Исландии, город Рейкьявик. С озера Тингветлер исландцы перенесли свой парламент в столицу и продолжали издавать интересные законы. Так, например, имена детям можно давать только из определенного списка имен, а фамилий у исландцев как таковых не существует. Вместо них используется отчество. Так, сын Йона будет Йонсон, а дочь Йондотер. И так как имен в этом списке не так уж и много, то в телефонных справочниках разобраться очень сложно. Во время путешествия заметил, что в названиях многих исландских городов, например, Рейкьявик, Гриндавик, Хусавик, присутствует окончание «вик», что означает «залив» или «бухта». Так что в переводе с исландского Рейкьявик означает «дымящаяся бухта». Круг замкнулся, 2099 километров позади. Это было сурово, но интересно. А пока что полетели!